Привет, друзья! Сегодня я приглашаю прогуляться по уютным местам Южного парка Калининграда, узнать интересные факты из его истории, увидеть архивные фото, а также посмотреть на него с высоты птичьего полета. Этот красивый уголок живой природы среди шумного города всегда являлся местом рекреации для большинства горожан. Южный парк берет свое начало в XIX веке, 9 декабря 1841 года. Затем, в середине 20-х годов, парк реконструирован по проекту ландшафтного архитектора Эрнеста Шнайдера на месте старых городских вальных укреплений, сооруженных тут в середине XIX века. Оборонительные вальные укрепления, утратившие свое значение, были обсажены ценными породами деревьев. Деревья высаживались группами вдоль дорожек: каштан, дуб, клен, вяз, граб, ива и пихта. Но основное пространство парка составили открытые поляны и лужайки. Парк занимал территорию около 100 гектаров. На его территории располагаются фортификационные сооружения района Хаберберг, Фридландские ворота, Фридландский и Хабербергские равелины. На одном из старых довоенных фото за озером слева виден шпиль главной доминанты района – Хабербергской кирхи, построенной в средние века. К сожалению, кирха не сохранилась до наших дней, а от некогда значимого названия Хаберберг остался только равелин, который до сегодняшнего дня носит свое гордое имя. Уцелели и Фридландские ворота, а также равелин Фридланд, используемые в советское время под склады. Больше всего повезло Фридландским воротам. Они отреставрированы, и в них расположен музей. Также на территории музея есть трамвай. Но главной гордостью парка являлись его водные объекты. Они включали в себя 2 озера и 5 крепостных рвов вдоль укреплений, соединенных между собой. В настоящее время в самом парке из них осталось всего 3 искусственных пруда, соединенных единой системой водообмена с рекой Приголей. В 1927 году на пруду рядом с Фридландскими воротами была построена купальня с лодочной станцией, вышкой для ныряния и дорожками.
вышка не сохранилась. Лодочная станция продолжала функционировать до 90-х годов. Здание сейчас используется администрацией парка. С момента своего основания парк назывался Южным. В 1938 году парк получил имя Хорста Весселя, штурмфюрера и поэта, погибшего в результате покушения немецких коммунистов. В парке был установлен памятник штурмовым отрядам и открыт зал «Восточная Пруссия» вместимостью 6000 человек, размером 50 на 100 метров, из стекла и дерева на металлическом каркасе. В нем располагался закрытый ледовый каток с системой морозильных камер, единственный в Германии на то время. После войны это здание не сохранилось, а его морозильные агрегаты были перевезены в Москву для создания там первого катка с искусственным льдом. В 1932 году на территории Равелина Хаберберг была открыта молодежная туристическая база, а на территории Равелина Фридланд – детские игровые площадки. Отдельной строкою в жизни парка были спортивные мероприятия. Для этих нужд был специально построен стадион у Фридландских ворот – Спортплац. Стадион сохранился и до наших дней, изменив только название на «Локомотив». Во время прихода к власти национал-социалистов на этом стадионе проходили соревнования молодежной организации «Хитлер-Югенд» и организовывались патриотические митинги. После окончания Второй мировой войны парк находился в ведении Балтийского флота и неофициально назывался Матросским. В 1957 году парк был передан городу и до 2008 назывался Парком культуры и отдыха имени 40-летия ВЛКСМ. До 70-х аллеи парка украшали гипсовые скульптуры. В советские времена в парке были аттракционы «Колесо обозрения», «Юнга», «Автодром», «Лодочки», «Ветерок» и другие. По вечерам на открытой площадке проходили танцевальные вечера. В центре парка в 1988 году на месте бывшего памятника Хорсту Весселю был установлен памятный знак героям-комсомольцам, погибшим при штурме Кёнигсберга. В советские времена площадь парка сократилась до 54 гектаров. В парке сохранилась немецкая скульптура оленя, к сожалению, потерявшему рога в 90-е. Также в 90-е годы при чистке и осушении рва был обнаружен самолет, упавший во время Второй мировой войны, и найдены останки тел погибших летчиков, памятный камень которым установлен рядом с местом их гибели. В 2012 году на воротах Южного парка размещалась информационная табличка с надписью «Пейзажный парк», создан 9 декабря 1841 года распоряжением короля Фридриха Вильгельма IV. К
чемпионату FIFA 2018 главный вход парка был реконструирован, табличка заменена, и датой основания парка вновь значится 1927 год. В советское время на территории бывшего комплекса «Восточная Пруссия» располагались аттракционы. Затем в 90-е возведена большая концертная площадка открытого типа. В 2010-х началось строительство Ледового дворца, но проект был заморожен. И только в 2019 году строительство продолжилось. Здание площадью почти 11 тысяч квадратных метров рассчитывали сдать до конца 2020 года. Позднее сроки несколько раз переносили. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Южном парке был построен в 2021 году. Он включает 50-метровый бассейн олимпийского класса и трибуны на 500 мест, зал для стрельбы, фехтования, хореографической и общефизической подготовки и малый бассейн. Здание по внешнему образу очень похоже на концертный зал «Восточная Пруссия». Власти планируют использовать комплекс для организации соревнований и тренировок уровня национальной сборной. Здесь будут действовать областные спортшколы по современному пятиборью, адаптивному спорту и водным видам спорта. Также в 2011 году было решено построить стационарное здание цирка на территории парка. Купол был уже построен, но затем что-то пошло не так, проект был заморожен, а к сегодняшнему дню купол разобран. В настоящее время на центральной аллее Южного парка размещаются аттракционы. В парке и по его периметру расположены следующие объекты: историческая скульптура оленя, парк-миниатюр «История в архитектуре», памятный знак в честь 70-летия Победы, памятный знак экипажу Ил-2, памятный знак русским в Восточной Пруссии, памятный знак героям-комсомольцам, Равелин Хаберберг, Равелин Фридланд, Фридландские ворота, а также Дом культуры железнодорожников, в котором проходят концерты и дискотеки. Приглашаю вас посетить Южный парк в Калининграде. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал.